Доброе утро! Сегодня мы едем дальше смотреть Помпеи. Ну, не сами Помпеи, а виллы рядом с ними. Вот. И я хотела показать, какой вид из окна, когда едешь. Мы сидели раньше справа. Если ехать к Помпеям, сейчас слева, и вот сейчас тут будет красивый вид. Тут, кстати, какие-то грузовые суда. О, сейчас в скалу заедем. Оп. Per il tuo prossimo viaggio. È facile e viaggi con la massima flessibilità. Condizioni su trenitalia.com. Мы уже приехали в Помпеи, идем пешком. Хочется сказать немножко про погоду. Сейчас, конечно, солнышко уже выглядывает, но вообще сейчас май месяц, но для мая месяца очень холодно, честно говоря. Мы думали, что я смотрела погоду среднюю там по всем годам, да, как бы. И мы думали, что в апреле его даже ехать, потому что в мае там слишком жарко будет. В итоге в мае так холодно, что, ну не знаю, это просто какой-то аномальный год. Просто обычно, наверное, в мае тоже можно купаться. Но либо нам так, ну, в общем, нам не очень повезло. Да, еще хотели рассказать про линии поездов, которые здесь есть. Получается, из Неаполя ходят поезда, вот, как минимум 2 линии есть, на Салерно и на Соренто. И при этом есть в Помпеях 2 остановки. Одна называется Помпеи-Скави, другая просто Помпеи. И вот если ты едешь на Соренто, то это остановка Помпеи-Скави. Это типа там основной вход, оттуда ходят шаттл-басы. А если ты едешь на Помпеи, то это линия на Салерно. Вот. Получается, мы как планировали, что мы поживем в Неаполе, потом поживем в С1. Но прикол в том, что в С1 не ходят поезда до Помпеи, там, где... До Помпеи-Скави, да. Помпеи-Скави — это место, где отправляются автобусы, все остальные виллы, которые вот включены в 3 дня. Поэтому нам пришлось сейчас ехать до Помпеи, и либо на автобусах, которые написано через 20 минут, они поэтому еще придут, либо пешком 25 минут. И мы вот решили пешком идти. Так что вот этот план ехать в С1 и жить там был не очень хороший. Надо было с Неаполя. Ну, с Неаполя было бы удобно, потому что с Неаполя любые поезда, ну, как бы ходят. Да. Ну, только надо знать, да, тебе нужно на Помпеи-Скави или просто на Помпеи. Да, потому что Помпеи-Скави... Не, в принципе, можно, наверное, входить и в Помпеи-Скави, в сами Помпеи. Но мне просто понравился больше этот вход, потому что, во-первых, мы сюда приехали уже. Во-вторых, там как бы такие, мне кажется, более удобно, что ли, потому что там... Там, возможно, будет меньше людей, потому что не основной вход, возможно, там реально для групп какой-то отдельно. Вот так вот выглядит эта площадь, откуда она отправляется, потому что я искал по карте, она никак не подписана. Мы выложим, не знаю, локацию, где это находится, потому что у нее тут 2 названия я нашел, но ни одно из них по Google картам не находится. И тут очень много людей, тут очень много групп почему-то, хотя говорили, что там вход для групп. Но не все куда-то идут, наверное, может, на тот вход. Но тут очень-очень много людей. Вон там вот прям, я не знаю, да, я там посниму. сверху антиквариум, и там один вход, а там слева есть еще один. Это 2, которых на линии до Соренто. Ну и вот автобус стоит он здесь до Боско-Реали, сейчас поедем. Он каждый час отходит, правильно? Там надо смотреть расписание на сайте. Вот подъехал 2-й автобус. Ну и они как бы тут бесплатные. То есть если у вас есть этот билет на 3 дня, 12:30, и мы поехали, выезжаем. Во-первых, этот билет на этот шаттл-бас входит только если у вас 3-дневный. Оно и логично, потому что если у вас Помпеи плюс, то вам никуда нет смысла ехать. Не, ну, возможно, отдельно можно съездить, но тогда можно покупать 3-дневный, тогда он будет включен. На сайте, там на картинках написано, нарисовано, что между виллами этими, типа Аплонтис и Боско-Реали, например, должны быть тоже соединены этим шаттл-басом. Но я на сайте не нашел информации, там время во сколько отправляется и подобное. Как, чтобы можно было доехать из Боско-Реали в Аплонтис. Возможно, надо будет обратно ехать в Помпеи и потом ехать туда. Что, вообще-то, не очень удобно и не очень эффективно по времени.
вообще еще хотела сказать, что, возможно, это не очень популярно, потому что мы одни в автобусе, как будто бы, не знаю, никого больше нет. Интересно, если бы мы не пришли, он бы поехал один или не поехал. Ну, наверное, там лишь, по идее, если ты идешь через Вилла де Мистерии, выходишь там можно выйти и сесть типа на него и проехать до Боскореаля. То есть мы сможем сейчас еще подсядать люди на Вилла де Мистерии, правильно? Да, там есть выход, но нельзя зайти там, вроде как, я читал. Вот еще один вход, получается, здесь. Мы приехали, к нам так никто и не подсел, только здесь на конечной станции, где уже антиквариум. Ну, это чтобы ехать обратно. Людей здесь тоже немного, да, и тут только вот 2 человека сели там сейчас в этот наш басик. Тут интересно, что, видишь, прям реально выкопали, то есть вот котлован есть, и вот ее выкопали, она вот здесь вот снизу, если смотреть. Тут вот такая свинка лежит. Мы разводили их, она была очень популярна. Вот, и там кость даже видна. И ребра, вот они тут тоже. Ребрышки свиные. Ну и, видимо, тоже так залили гипсом. И получилась такая вот формочка. Тут необычно, что кости видны даже. Нам тут свет выключили. Но они, походу, не знают, что бывает и ночью. Ну, ночью. В темноте после закрытия по музеям можем ходить. А это... Блин, не видно сейчас. Да, вот тут хлеб остался такой, типа. Такое в Помпеях мы уже видели. Да, мы такое уже видели. В этом музее даже расписан этот метод, то есть с картинками, как это все происходило. То есть еще раз, вот падал пепел, вот потом он затвердевал, приходил археолог, его заливал гипсом, и потом убирал весь этот пепел, и вот получалась такая вот статуя. И еще тут есть такая вот статуя собаки. Написано, что это одна из самых сложных статуй, которая была, потому что очень необычная поза, и как бы ноги очень тяжело было сделать слепок из-за того, как лежали ноги, потому что они не очень большие. Еще у нее такое судорожное типа состояние было, предсмертное. Да. И написано было, что вот она пыталась выбраться, то есть они закрыли ее дома, чтобы она охраняла дом, и, видимо, уехали, и она пыталась открыть дверь, пыталась пробраться через запертую дверь, то есть там начала засыпать уже вулканический камень, и у нее не получилось, и она вот так вот умерла. Так жалко собачку, вообще так детально сделано. Ой, слезы наворачиваются вообще. Тут есть представлена приспособа, которые давили масло. Тут написано, что эти колеса были найдены отдельно. То есть при землетрясении они, выпали оттуда. Но мы удивляемся, как при этом 2000 человек все-таки решили, что не будем уезжать. Да, то есть при Везувии же там сначала было первые 13-19 часов, по-моему, было землетрясение, ну, примерно так считают. И люди все это время... И там уже начало извержение, то есть просто не то что. И люди все это время не уехали. Это вообще в шоке. То есть там из 20 тысяч жителей Помпей уехало 18, а 2000 осталось. Но некоторых еще находили на выходе. А еще, смотри, тут карта есть, вот прям вот написано, что вот Помпеи, вот мы сейчас здесь, в Вилле Реджина, тут еще вот много всяких вилл. Мы все, конечно, не поедем. Ну, вот, да. там внизу еще виллы есть. Ты когда находишься в Помпеях, там, в принципе, тоже много чего, ну, да, но оно все в одном месте. Ну, относительно. Да, это прям город, а это такие виллы уже какие-то отдельные. А тут ездить ради там какого-то одного здания, вот... Вообще вот эти вот я даже не читала, что они открыты. Вот это вот я знаю открыто. Это остальные все снизу уже. Тут даже на этой карте их нет. Вот, да, наверное, быть, тут просто сейчас представлены всякие разные инструменты, которые с этих вилл привезли. Поэтому они на карте есть. Кое-что еще заметить, что погибших было больше, чем 2000, и до 2000 осталось в самих Помпеях. Много кто еще убегал, и много кого еще настигло уже по пути. То есть, когда они пытались убежать, но посчитать точное количество нереально, потому что даже сейчас еще находят людей, которые вот убегали и остались. Ну и это только в Помпеях 2000, еще в других же городах очень много людей погибло. Но вот именно в Помпеях получилось так, что из 20 тысяч 18 ушли, а 2000 остались. Это, конечно, странная статистика. Я бы убегала, наверное, в числе первых. Вот, и, наверное, те, кто убегал уже потом, тоже погибли, пока бежали.
Мы поднялись на второй этаж, тут вот есть даже видео на 8 минут, как раскапывали вот эту карету. Тут вот есть карета справа. И лошади лежит. Всего 3 лошади было, но вот они только одну смогли залить. Рассказывают, что они очень крупные для своего времени, вот эти вот лошади. Видимо, потому что отборные. Какие-то отборные, да, что вот они специально там... Вообще самая крупная лошадь, которая была найдена с того периода, это вот это. Тут прям тоже сделали. Это даже копия. видишь, ну, забавно, что тут видно, даже видишь, как колесницы, там вот это вот все, как у нее есть. А еще тут есть люди тоже. Да, написано, что тут один молодой там был, преимущественно, скорее всего, слейв, ну, раб, а второй мужчина постарше какой-то. Да, и тоже. И самое главное, что эти раскопки были в 2020 году. То есть 5 лет назад всего это все нашли. Вот, удивительно, конечно. Вон, как они раскапывали. Фильм, кстати, интересный. Мы уже второй раз смотрим. Ну, мы вот это начали сначала. Мы в шоке. Во-первых, здесь выдают книжечки. Такие вот, типа, можно почитать про Помпеи на разных языках. На русском нету, но есть там на французском, испанском, английском. Сахар, да, но может лучше уменьшить, потому что мне насыпало вот примерно столько сахара. Короче, очень много. Стоит 0,6 евро. Мне Вот. тоже многовато, конечно, Сыпануло сахара. И да, стоит 0,6, а это 0,9. Я не знаю, цены тут, конечно, в этих автоматах у нас обычно дорогие, а здесь наоборот, как будто бы. Вот что представляет из себя вилла. Тут как бы колонны. Там справа зайди, там внутренний дворик. фрески остались. Да, здесь вот есть вроде бы какие-то фрески еще. Немного, ну тоже частично повырезали то, что можно было. За домом, так сказать. Виноградники. Ну и все, в принципе. Это ячейка для вина, винодельческая ячейка. Вино делали. И вот так она выглядит со стороны. Как Настя сказала, реально, как будто бы выкопали в этом котловане. Да, ну вообще я хочу сказать, что мне музей его прям понравился, а вилла, ну, не скажу, что там есть что делать, то есть там не так много всего. Вот мы там за 5 минут ее обошли, за 10, и все. Вот. Но вот в музее мне очень понравился. Там классно, что там много животных было, то есть это тоже было интересно посмотреть. И там было видео, как это все делается, тоже интересно. Вот, возможно, в Помпеях тоже такое есть, просто мы не нашли. Но вот здесь это есть точно. Да, просто в Помпеях вообще очень много всего, и ты бегаешь, а тут вот как бы коротко и по факту. Ну да. Немножко фресок, немного мозаики, немного теории, ну и все, как бы и классно. Мы вернулись в Помпеи, и сейчас середина дня, но мы, походу, больше никуда не поедем по этим виллам, потому что по времени оно так особо не получается. Мы либо приезжаем очень поздно, там, в 8 часов сюда возвращаемся, либо надо ехать своим ходом там на автобусах и поездах. Вот. Ну и вообще, я так посмотрела, вот я хотела, была инициатором туда ехать по этим виллам, потому что я когда была дома смотрела, планировала попутешествовать, я смотрела эти виллы, мне казалось, вау, это прям вау-эффект. Вот. Но когда после того, как мы посмотрели столько Помпеи, после того, как мы посмотрели столько вот этих вот вилл, которые включены вообще, в принципе, в Помпеи, то уже как бы такого вау-эффекта у меня нет, когда я смотрю на фотографии, поэтому
ну, не очень хочется ехать. То есть, что этот вот антиквариум было интересно, да, но в других виллах антиквариума нет, там просто виллы, а тратить столько времени, полдня, чтобы поездить по тем же виллам и увидеть то, что мы уже видели, не очень хочется, поэтому мы решили лучше погулять про S1, да, что у нас Салерно. Да. Салерно. Вернуться Солнце, в наш Салерно. город и там походить погулять Да, еще. он тоже довольно-таки интересный, посмотрим. Мне кажется, должно быть интереснее, чем по виллам гулять. Ну, людей тут все так же много. Людей вообще, я не знаю, мне все-таки тот вход, мне кажется, лучше, потому что, ну, там намного меньше людей было. Тут вообще какое-то сумасшествие. В общем, мы все время хотели попробовать панини здесь, но нашли еще прикольнее, паниозы. Панини это такая вот обычная булочка, как бутерброды, а вот паниозы это настоящее тесто, такое же, как у наполитанской пиццы. Вот мы купили. Да, еще мы 8 надоели евро. нам сервисные сборы постоянные везде. И бутерброды поесть мы решили, можем и take-away. Да. Мы зашли в то же самое место, где мы уже брали, вот, нам очень понравилось, поэтому мы решили вернуться, только взять уже теперь попробовать паниози. Внутри оно выглядит вот так, то есть там сыр, ветчина и вот. А мы сидим вот на главной площади тут. Это здание на многих картинках есть. В Помпеях. Ну да, это мы еще в Помпеях. Сейчас покушаем, поедем в Сорренто. Мы приехали в Салерно. Вот, теперь сидим на набережной и любуемся красивым видом. Сейчас тут солнышко выглянуло, так что даже тепленько. Очень красивые виды. Я почитала, что считается самой красивой набережной Италии. Но, по-моему, любые набережные родного города так говорят. Еще почитали, что Салерно очень старый город, там основан еще до нашей эры. И больше всего популярен тем, что тут была клиника, которая обучала врачей, и она обучала женщин-врачей. То есть это была почти все время единственная вообще клиника в Европе, которая обучала женщин. Ну и в принципе тут как бы народ терпим был к женщинам, к евреям, к арабам. И даже я почитала, что женщины говорили... Есть даже отдельная статья про женщины Салерно называется. И написано, что вот, как бы, да, конечно, их обвиняли в колдовстве. Ну, что сделаешь? Средние века. Их, конечно, обвиняли, но, с другой стороны, как бы уважали. То есть это было даже за пределами вот этих всех Альп, как написано было, что даже все равно как бы про них знали, что женщины Салерно это было ничего себе. Потому что единственные врачи, которые... Ну, женщины-врачи, которые могли быть. Я хотел пожаловаться на погоду. Ну, ветрено, да, конечно. Очень ветрено, да. Вчера было дождливо и холодно, сегодня ветрено. Вот. Но ладно, зато хоть без дождя. А еще тут ограждение водное такое, и здесь прям квадратики эти почти идеально ровные, смотри. Ну, странно, да, как будто накидали Будто бы где-то- блоков в Майнкрафт. Где-то нарезали, и теперь... Да, странно. Зашли в какое-то место, такое здесь сверху церковь, вход платный 1,5 евро, а внизу, тут там вот раскопано, сейчас покажу, и вход бесплатный. Тут какие-то римские бани были, вот, прямо в стенах так нарисовано все. По мелким улочкам. Уже не Неаполь, но архитектура та же. Ну, тут намного меньше людей, чем в Неаполе. Тут намного меньше людей, и нету скутеров, которые тут по этим улицам гоняют мелким даже. Даже можно погулять. Да. Не, ну, конечно, и архитектура, ну, как, наверное, внутреннее строение такое же, как и в Неаполе. Ну, с другой стороны, мы там ходили по набережной, там тоже красивые дома. Ну, короче, как вариант. Неплохо.
Мы пришли еще в одно место, но оно, оказывается, платное. Хотя мы читали, что вот здесь бесплатно, и в другом месте еще бесплатно. Но там 1,5 евро, тут почему-то 5. И мы пришли поздновато, уже оно закрывается через 15 минут. Хотя было написано, что оно до 8. Что-то мы, короче, либо напутали. И нам еще местный, хозяин в квартиру, в которой мы живем, тоже сказал, что тут бесплатно. Посоветовал нам сюда сходить, но тут почему-то платно. Либо они недавно сделали платным, и он еще не знает. Либо мы что-то запутали, потому что это очень странно. Ну, конечно, да, такое старенькое, красивенькое. Жалко, не успели. Проходили еще мимо, называется Church of Monte dei Monti. И забавно, что тут такие витражи красивые, а там внутри играет музыкальная группа. Да, это что-то так вот. Здесь группа музыкальная, Бэмс, что снимает.